Мы начинаем распаковать наши неповторимые покупочки. Вот такой же стол мы видели в соседних магазинах, там за... Милаша, что тут вообще за чудо природы? Что у нас как зомби-апокалипсис, никого нету. Да, Смотрите, что тут люди нет есть, людей. просто все скрываются. Привет, малыш, чку-чу-чу. Привет. Сегодня у кухни, у плиты шеф из Армении. Шеф Сириканян Акоп. Как мы обещали в прошлой серии, в этой серии мы начинаем распаковать наши неповторимые покупочки. Они, конечно же, для нас очень важные и необходимые. Подушка для Танюши. Поздравляю. Подушка раз. Подушка для меня. Поздравляю. Шторы. Не знаю, это пойдет куда. Ну показывай хоть чуть-чуть, ты так спешишь. Шторы тоже не знаю куда. Шторка-тюлька такая, короче, красивая. В деталях надо В показывать. деталях обязательно. Это что вообще за швырши? Мыльница черная, матовая, пью-пью, моешься, фью. Очень классно. Знаете, вот как показывать близко нужно. Вот. Да, молодец, пиу-пиу, все показал. Дальше. Молодец. Говори. Это штучки, на которые цеплять шторку в ванную. Как штучки называются? Я не знаю. Крючки. Крючки. Колечки. Колечки, ладно. Молодец, по-всякому их можно назвать. Мы их, кстати, никак не могли найти. Ну, наверное, не в тех магазинах искали. Но Точно. все-таки нашли. Шторка в ванную. Шторка в ванну. Третья шторка за эту покупку. Беленькая, полупрозрачная, как я и хотела. Такую шторку мы долго искали. И наволочка для Танюши. Да, наволочка, Наволочка раз, для меня. наволочка два, И пахучка одна. пахучка еще Пахучка одна. в ванную. А пахучка будет, чтобы вам так быстро показать, с цветком. Я такое очень редко еще видел. мы уже одну пахучку покупали, но мы не сделали распаковку. Вот у нас одна уже есть, смотрите, такая красивая. Мы хотим везде такие пахнючки, чтобы... Да, кстати, их можно ставить в каждую комнату, и они распространяются именно в этой комнате. Если эту поставить, например, в прихожую, не будет в гостевой или в спальне такой запах. Это будет именно в прихожую. Еще, ребята, мы купили такой контейнер для Танюшки, стеклянный, с крышечкой. Я очень люблю такие контейнера, потому что всякие там салаты, еще что-то, я люблю прям в них подавать на стол. И потом просто крышкой закрыл, поставил в холодильник. Это максимально удобно и красиво. И... Напишите в комментариях, а покажите, пожалуйста, ваш стол, где вы все это на стол На ставите. какой стол На вы, какой интересно, стол ты это ставите? ставишь? Воображаемый? Ну, пока что воображаемый у У нас нас стол. нету стола и стульев Но тоже. мы надеемся, что скоро он будет. Напишите, пожалуйста, что из этих наших покупок вам понравилось, что не понравилось. Мы все прекрасно читаем, одобряем и понимаем. У всех вкусы разные, поэтому если что-то не нравится, тоже пишите, обсудим. Все. Красивая пахучка. Приятный запах. Танюша очень хочет афишировать цены, которые мы, так скажем, отдали на эти вещи. $2.50 стоила пахучка. $2 стоили кольца. 4 евро стоила шторка в душевую. 4 евро. По 7,50 эти. Наволочки 7,50. Наволочки каждая по 7,50. Моя подушка 7, Танюшкина подушка 5. Шторки со скидкой по 5 евро. Нам еще одна шторка нужна. Почему? Потому что у нас там круговое движение, а тут он доходит только до этого. Поэтому нам, повернись ко мне, если ее вот так уголком? но там будет уже открыто. Мне, например, хватит, я вот так вот не купаюсь. В любом случае оно или сюда будет отлетать, или это я еще эту поставил уже. Ой, точно, ой, как красиво. Ой, ты уже налил. Нет, А вот просто это поставил. ты еще поставил, этот цветочек. цветочек. Ой, это вообще прелесть, просто прелесть. Кто молодец? Муж молодец. Мужа Сириканяна, моя любимая, молодец. Мы приехали в Адлер. Адлер. Вон за тобой, да.
Адлер – это не Сочи Адлер, это Адлер магазин. А потом мы пойдем в Хаммер. А Хаммер – это не машина, это тоже магазин. Хаммер, Адлер. А сейчас, дорогие наши зрители, муж, как обычно, привел меня пить кофе. Конечно же, в ресторан. дороги. В ресторан у дороги. У нас Купил. есть круассаны. На Купил секундочку. пафосные круассаны, Пафосные? потому что они пафосные. Да, они красивые, они такие вкусные. Ой, ням-ням-ням. Большой тебе оставить или маленький? Что там, подожди. Самолет. Так низко эти кукурузники летают. Это не кукурузник, это самолет. Это кукурузники, я знаю. Какие вкусные круассаны тут, ребята. Да, тут прям как во Если Франции, вот честно да? сказать, что от круассанов я балдею. Я у нас там круассаны ел, они просто слойка теста, а тут ну вот круассан. Больше нечего сказать. Мы рады, что тебе так вкусно. Вы? Да. Вас несколько? Да, мы все зрители. Первый магазин зашли в Хаммер. Я уже успел потерять. О, нашел Танюшку. Тю, не потеряли Магазинчик большой, реально прям большой. Но мы тут долго не проходим, я тебе сразу говорю. Мы тут долго не проходим, она мне сразу сказала. Потому что постели я вижу очень дорогие Потому и что такие постели себе. очень дорогие. Я, и так себе. я сделала. Я просто дубляж, а то ты непонятно говоришь. Почему я непонятно? Ты Не что? все понимают. Мне писали некоторые, но она непонятно говорит. Объясни, что она пишет или говорит. Ара? Сейчас я тебе сделаю. Что, Ладно, вкус? пусть. Все-таки я в очередной раз убеждаюсь, что лучше покупать дорогое, чем недорогое. Почему? Потому что реально, наверное, из 99% случаев, когда мы покупаем что-то дорогое, оно качественнее, оно долго держится, из хороших материалов и тому подобное. Но когда мы заходим вот наподобие магазины, где, например, цены должны быть не такие большие, скидочные, так скажем, магазины, в основном попадается товар гораздо больше ценой, то есть выше цена ожидаемого, и товар не такого качества, как хотелось бы увидеть. Вот сейчас мы зашли в Хаммер, ничего плохого не говорю, но реально цены от ожидаемого выше, а качество продукции ниже. Yes? Да, но я вот посмотрела, что в чем я хоть что-то понимаю. Это, например, постельное белье и ну, прям плохое, понимаете? И Плохое? плохое. И Чё цены такое? там от 50 евро за простынь, ну это что-то мне непонятно. Адлер. Я это говорю, Адлер, шмотки. это шмотки на секундочку. Посмотрите, это тебе не хухры-мухры. А что, мухры-пухры? Мухры-хухры, это тебе не Куда заходим? шутки. Ладно, нам это не интересно. Как неинтересно. Просто неинтересно. Ладно, шучу, пошли. Мы зашли в еще один магазин, называется Роллер. И тут меня очень сильно удивили цены. Просто обычный стол. Я не говорю, что мы там хотим найти за копейки, но вот такой же стол мы видели в соседних магазинах там за 200, например. А тут, ну, в моем понимании, мой Стульчик взгляд, вот этот, например. мой взгляд вот обычный говорит, что ну, вот этот стул за 110, ну, вот точно Мы его нет. видели за 59, то есть, в общем, надо знать, куда идти. Может быть, цены каким-то там образом оправдывают себя, потому что тут там хорошие проволоки, там шурупы или что такое. Но для меня внешний вид очень важен, и оно не соответствует той цене, которую сейчас тут требуют. Так что еще один магазин выходит из нашего Из списка, чата. куда мы когда-нибудь зайдем. Так, покрывальцы, смотрим, например. Это не покрывальцы. Опять же, все вот эти 135 на 200. Ну, не все. Ты достала тот размер, который там есть. Вон снизу все Не, есть. Ищешь и одинарные. находишь то, что хочешь, и все. Ну, это он и есть, 135 на 200 за. Все одинарные. Видишь, тут купить на двухспальную кровать что-то, это целая история. Да вообще не история, не волнуйся. Мы найдем все, что ты хочешь. Ты главное, не волнуйся, не А переживай. ты не спорь с женой. Это не спор. А Это то я говорю, тебе если ты щас хочешь, устрою. мы найдем.
Ребята, утро доброе. Кто у нас сегодня ночевал? Миласуля, да? Да. Привет, скажи всем. Привет. Молодец. А тут у нас что за принц? Пахнет на весь дом тут. Это кто тут? Тоже растерялся, все. Покажи. Приготовить вкусный завтрак, как обычно. У нас Такой. будет яйца, сосиска, сыр, авокадо, помидорки и хлеб. Правильный завтрак, да? Да, так красиво, вкусно. Что, красотка, ты готова? Сейчас будешь вкусно кушать. Ням-ням-ням, Заюша. Да! Да, так пахнет вкусно. Не могу уже, давай. Это будет такая штука. Да ты что? У меня окончательная версия. Тайный ингредиент. Как? Тайный ингредиент. А ты скажи. Тайный ингредиент. А ты скажи. Ингредиент, я умею. Тут все знаем это слово. А это Милане он делает отдельно без помидорки. А секретный ингредиент это Ингредиент. ингредиент. Когда Таковчик говорил. Не Ингредиент. можешь сказать, не скажи. Это еще он поливает, короче, эту всю Поливает? красоту желточком, да. Не поливай, а заливай. Да ты шо? Шеф-повара, не сбивайте. Тихо, тихо, пожалуйста, пожалуйста, не мешайте, да? Ты сейчас сам будешь готовить. Сам? Сама. Так люблю тебя мешать, не могу. Что сейчас будет? Милаша, что тут вообще за чудо природы? Так, по сути, все, что нужно сделать, сделали. В самом конце желток отдельно просто добавляем туда. Сейчас ответственный момент такой. Главное, что получилось. Получилось. Умничка. Ставим сюда наверх. Он когда там уже закручиваешь, такой течет внутрь, и все идет такой. Так, Ара, второй. ты мастер-шеф мой, ты знаешь? Мастер-шеф. Просто мой мастер-шеф. О, все три получили. Ты смотри на него вообще, что он вытворяет тут. Все. Это мега вкусно, уже вижу. Добавить авокадо всем. Все. Что, нормально? Ты довольна? Да. Помидорок нету, довольна? Спецзаказ приготовлен. Ты лучший, ты просто лучший. Да, конечно, Очень вкусно. этот завтрак, Очень. это очень классный завтрак. У меня в завтраке идет авокадо, яйцо, сыр, сосиска и помидоры. Все. И в этом хлебушке заворачиваем. Смотрите, как ем я. У меня вот такая порция, как есть Милана. Милана говорит, а как ты так быстро ешь? Он говорит, чтобы за вами еще доесть. Он вообще быстрый, да? Ой, ребята, как вкусно. Какой муж молодец. Просто хвалю, обожаю. Милашка, ну что? Как у тебя первые впечатления от ночевки? Отлично. Понравилось? Да. Спала ты хорошо, да? Да. Видишь, а мы переживали, что ты не будешь спать. А спала вон со своим мурзиком, как положено. А сейчас мы, как истинные девочки, идем в гости еще к одной девочке. Так сложились обстоятельства, мы не можем пропустить. А Копчик пошел на тренировку, а мы рады стараться. Ой, какой день красивый на улице, солнечный. У-у-у! Ребята, вот так ходить в гости по утрам. Вот какую красоту нам дали, да? Наши конфетами кормят, короче, мы все довольны, нам вкусно. Всем желаем такого приятного утра. После гостей я приехала в центр к мужу. Забрала его с тренировки. Муж дал ей кофе, взял, не дал, а взял кофе. И тут какой-то праздник в центре. Поют взрослые дядьки. Сейчас мы Сюда. тут будем идти очень медленно, чтобы Они уже все начали. они Отдых. уже Начали себе просто отдыхать. веселяться. Ай, так классно, только что была песня такая. Тан-та-тан-та-тан-та-тан-тан. Да, Нравится? еще Тут какая. смотри, сколько народу. Походу, это какой-то фестиваль. Смотри. Да, народа много, и вообще по городу столько машин всяких. Да, таких. еще учитывая, что наши постоянные зрители пишут, что у нас как зомби-апокалипсис, никого нету. Да, что Смотрите, тут люди нет есть, людей. просто все скрываются.
Подожди, я хочу этих дядек подождать, чтобы они спели. Ой, так классно, аж танцевать хочу, реально. Иди поближе, танцуй. А шляпка есть какая-то? Кепку не брал? Дядьки смеются с меня. Ладно, все, пошли, мне стыдно стало. Я увидела, дядечка смотрит. Ой, это ярмарка, каких-то сувенирных продукций продают. И там Ещё сосиска и- есть. Не хочу есть, я же после гостей. Да. А И ты ты там так ела? утром накормил. Ну не ела, но капучинку ела. выпила и сластушку, конечно же, съела. Как всегда, что-то. Я так позавтракал, я вообще не могу до сих пор думать о еде. Да. Ну ладно, пройдемся, если что-то интересное увидим. Ты денежки взяла? Да, денежки взяла. Вообще И я вам молодец. хочу сказать, что ярмарка такая, прям полноценная. У нас иногда приезжали сюда на центральную площадь, ну там 1-2 3-5 вагончика. вагончиков, да. А сейчас тут всем ярмаркам ярмарка. Ну, тут все Какие-то, ручное, да, рукодельное. ручные работы. Ой, нам как раз домой все надо, посмотрите, какая красотень. Это, конечно, все очень красиво. Тут можно разглядывать. Может, Ой, сову взять красиво. домой? И сова классная, да. А цен нету, надо все спрашивать, да? Цен нету, как обычно, это же ярмарка, можно с Ага. ними поторговаться и взять за ту Ой, сумму, которая тебе ребята. хотелось бы. Как все как-то. Ярмарочная. Интересно, Мне вот такие ярмарочно. ярмарки напоминают Францию, Лазурный берег, Да, Ницца. да, тот рынок, да? Рынок. Я там очень полюбил этот рынок. И сейчас вот вспомнил Прям, то же да, самое. да, даже и погодка такая, и все такое, так классно. Да. Вот чашечки, смотри, там по 8 10, евро. по 8. Да, цена есть. Ну, это глина, наверное, ручная работа, поэтому так. Нет, цены есть, но не на Да, всех. не на все, но цены есть. И как обычно, когда мы где-то в городе, когда мы встречаем такие вагончики с сосисками, посмотрите на эту красоту. Цены на сосиски 4, 6, 5, 3,5 евро. Так что, ну, как обычные цены, наверное, даже дешевле. Не дешевле, по 3,50, по 4 обычно. Хорошо, тут 3, Ну, 3,50, 4, В 5, общем, 6. я не это хотела сказать. Как только мы встречаем эти сосиски, я никак не могу их поесть. По той причине, что я уже наезженная. Интересно, там такие маленькие булочки Да, и такие тут очень большие, интересно. такие большие. Вот мне поэтому Сосиски вот нравится, такие. потому что булочку дают вот такую. Там мясо. You can go. Sorry, дядя. Они думают, что мы в очереди просто стоим. Ага. Ну Давай идем, пройдем все. Давай, очень красиво, классно. Смотри, какие игрушки. Интересно. Это в огород куда-то или что, я не знаю. Огород или играть дома. На палке, Такой почему так? чик-чик-чик-чик. Все классно, мне нравится, я не могу сказать, не нравится. Кайфовая атмосфера, кайфовая энергетика, но вот так присматриваешься, по сторонам голову поворачиваешь, в основном пенсионеры. Вот это я не могу просто. Не то, чтобы понять, а молодежь где? Почему молодежь этим не кайфует? Ну даже не молодежь, нашего Молодые возраста. прошли, вон как раз. Когда ты так говоришь, появляются какие-то. Но так я что- просто сейчас в ту сторону смотрю, ни одного Ну, я вижу, да, взрослые, в основном подростка, да, даже не подростка, там нашего возраста человека, все пенсионеры ходят там. Они тоже пусть кайфуют, я не говорю, что им не надо, им тоже нужно, потому что они заслужили по сути. Ну а где вот наше поколение, наше время, наш возраст? Чего только мы тут? А это что? Это какие-то пончики, что ли? я Сладости, так да, вижу. да, да. Красивые. Ладно, да, ребят, это такие красивенные пончики. Но Это что? Это пончики. Но Хочешь? Не будем. Я Они уже жирные сегодня такие. столько сладкого На съела. кофе попей, отдышись. Как столько сладкого поела? Ты же Я сказала, в гостях была, я чуть-чуть. что ты ела? Такие трубочки были у Ксюши вкусные.
Я хочу сказать, что ты у меня молодец, ты не особо поправился, ты стала даже красивее и стройнее. Ты у меня чудесная жена. Стройнее точно, конечно, Ну спасибо. вот там появляется. Привет, малыш, чпу-чпу-чу. Привет. Малыша вывели на прогулку, чтобы он тоже посмотрел все это прекрасно. Я еще хотел сказать, что хотелось мне отсюда что-то приобрести в дом, как посуда, как, не знаю, что-то такое. Пользоваться этим. Но пока что не вижу такого, чтобы Я бы тебе нам бы больше сказала- понадобилось. Все красиво, но все как-то... Все больше дачное какое-то. Даже не знаешь? дачное, знаешь, вот все в моем понимании не дачное, а в этот сервант положить, красивая штука, и наслаждаться этим присутствием этого предмета, как картину повесить хорошую в квартире. Нет, да. ты зря. Вот смотри, вот такие, вот это масленица, например, видишь? Даже масло Но поставили. я туда. вижу это, но То мы есть этим масленицем можно не пользоваться. пользуемся, я к этому Дело не веду. в том, если купить, допустим, набор таких чашечек, то можно, но это не то, чтобы мы хотели в дом. Я так просто Так думаю. я то же самое говорю, просто на своем языке. Я говорю, я бы хотел такое приобрести, чтобы мы дома пользовались. Но даже вот эта масленица, вот оно выглядит так, как будто его можно поставить на стол, но в любом случае мы его будем в серванте держать. Но у нас нету даже серванта. Ты понимаешь, что я Масленица говорю? очень красивая. Ты Я всё понимаешь, что я понимаю. говорю? За дело не в Да, красоте. Да, я все понимаю. Ничего не понимает. Вы понимаете меня, дорогие друзья, зрители, девочки? Я жду в комментариях, кто меня понимает. Давайте поставьте плюс. Просто плюс, и я пойму, что вы мои люди. Мои люди есть тут или нету? А вообще, друзья, чтобы, ну, если быть уж честно, я не всегда понимаю, что он говорит. Мы очень часто говорим на разных языках. Плюсик. Ну вот смотрю, реально, нам нужно там тарелки, посуда, да, какая-то в квартиру. И вот отсюда мы что-то такое купить и пользоваться им, ну не факт. Я пока что не вижу такое. Все красивое. Все, знаешь, вот как выглядит. Если не в сервант положить, а какую-то стоечку сделать дома, чтобы поставить туда. Просто для красоты ты это все видишь, да? Поставить для красоты. Да, это предмет искусства, одним словом. Так и есть, оно так и есть, по сути. Ну а что я совокупится. говорил? Я по-другому говорил, да? Все Нет, ты все так и говорил. Смотри, какие утята Ой, красивые. какие колеса. Это все Это не утята, это воробушки, наверное. воробушки такие Да, красивые. такие милые. Хочешь, одну возьмем домой? Не, Будешь Зай. играть с ней? Не надо. Лисички этих такие. статуэточек, не надо. Я знаю, что ты хочешь что-то купить. Лисички, смотри. Не, малыш, А пошли. это? А это Двойные. два воробушка. Ай, Прикольно. такое все хорошее, да. Что, красотка, погуляла и все, хватит домой? Нагулялась, хочу домой. Хватит с меня. Прошло там минут 10-15. Ну, во-первых, мне тебя жалко, что ты с сумкой. Жалко мужа, это Да, что за я фраза? мужа всегда жалею и ценю. Во-вторых, очень жарко. Во-вторых, я тебя жалею. на, о на том, что голову надо- очень жарко, и ты без головного убора. Без Надо головы. прятаться. Что ты? Все, двигаемся домой. Ой, это что у нас тут вообще за шикарный армянский муж? Скажите нам, пожалуйста. Сегодня у кухни, у плиты шеф из Армении. Шеф Сириканян Акоп. Готовим ребрышки. Изначально они вот такие. Дорогие неповторимые, сегодня я с вами буду готовить свиные ребрышки. Это очень-очень вкусно и очень просто готовить. Поэтапно буду показывать, что делать. Советую вам тоже попробовать. Это реально, еще раз говорю, неповторимо вкусно и неповторимо просто делать. Покупайте свиные ребрышки, берете противень, берете фольгу. Сверху противня накладываете много фольги. И это первое действие, что вам нужно сделать. Дальше берем оливковое масло, соль и черный перец молотый. Все это засыпаем, делаем. Сейчас это покажу, как надо сделать. И укрываем все сверху. Я думаю, на нас двоих вот эти 3 кусочка будет вполне достаточно. Все остальное мясо прячем на следующий раз, так как мы точно вот это количество сейчас вдвоем не сидим. Первым делом оливковое масло. Тут нужно не то, что слишком много, но и не слишком мало. Старайтесь так сделать, чтобы с обоих сторон нормальненько намазать.
Кстати, вот такая штучка нужна обязательно вам, чтобы руки не сделать сильно грязные. Вот так хорошенечко мажем все поверхность с обоих сторон. Внутренней стороны тоже вот так нормальненько. Стараемся не слишком много, опять же говорю, но чтобы полностью все замазалось оливковым маслом. Как они сочно выглядят. А что у нас получится, кстати, скажу вам по тайне. Это не так, что через 5 минут будет готово. Нужно набраться терпением и понимать, что вот именно вот это блюдо надо готовить чуть-чуть дольше, чем вы думаете. Теперь соли. Солите, не стесняйтесь, так как вам нравится. Перец должен быть молотый, но у нас такой вариант. Что делать? Такой, если нету молотого, такой тоже пойдет. Тоже поперчим. Перца я делаю побольше, потому что перец я люблю. Ну и вообще дает такой приятный вкус. Теперь опять же размазываем кисточкой. Так хорошенечко. Так хорошенечко. Так, тут чуть-чуть нужно перца добавить. Чик. Вот так. Нормалек. Супер гуд. Это называется. Да, я хочу одну руку всегда оставить чистым, поэтому стараюсь все делать одной рукой. Потому что так мне удобнее. И все. Все замазали, размазали. Ручки моем. Следующий этап. Мы закрываем мясо. Вот так хорошенечко закрываем. Прям плотненько так закрываем. Плотненько, чтобы никакие соки вдруг изнутри не потекли. Следующий этап у нас будет томление мяса, ребрышек 3 часа. Почему 3 часа это делается? Чтобы вот кости вот так слезали от мяса, и это получается просто нежнейшее такое вкусное мясо. Поэтому 3 часа как минимум. Ну, можете 3,5 поддержать. Температура в духовке 180 градусов. Я делаю так, 180 и на 3 часа. Поехали. У меня тут маленький косячок случился. Я забыл, туда нужно добавить тимьян. Это придает просто великолепный вкус, поэтому сейчас нужно обратно открыть все это. Аккуратненько, чтобы фольга не порвалась. И потом нужно также аккуратненько закрыть. Почему это аккуратненько делается? Чтобы соки оттуда не вытекли и не испортили, и вкус не испортился, и духовка ваша не испортилась от всего этого. Так, привет, мяско. Все, мяско есть. Тимьян берем. Тимьян, я думаю, все знают, что такое. Ну, так можете сверху закидывать. Я тут чуть-чуть повожу, массажик сделаю. И вот так. Чик-чик-чик. Хорошо, и свеженький тимьян. Прячем. Ой, какой запах от тимьяна, вы не представляете. Хотя вы представляете, вы это сами будете готовить и почувствуете тот же самый запах. Обратно закрываем мясо наше. Вот так, обильненько, так же, как и было. И после этого духовку разогреваем на 180 градусов и отправляем томиться мясо на 3 часа. Ну что, в добрый путь. Ой, привет, духовочка. На 180 градусов. И в это время, когда мясо будет у нас запекаться, мы готовим глазунью, так называемую. И это тот ингредиент, который придаст нашему мясу. У меня села зарядка на стабилизаторе, поэтому буду вот так снимать. Все, мяско я отправил запекаться в духовке. Следующий этап, готовим глазунью. Это будет типа соуса барбекю, но что-то по-домашнему. Что для этого нам нужно? Апельсиновый джем, соевый соус, кетчуп, растительное масло, красное сухое вино. Слабый огонь, ставим туда
емкость, в чем будем готовить нашу глазунью. Первое 3 столовых ложки растительного масла. Потом туда идет пол пачки кетчупа. Дальше соевый соус, где-то 50 мл, 50-70, не больше. Угу. Потом добавляем 100 мл красное сухое вино. И в конце добавляем 3 больших столовых ложек апельсинового джема. Апельсиновый джем придает прям такую кислинку очень приятную. Это такой подробный рецепт, прям классно так рассказываешь, да? Да, семейные тайны выдаю. Неожиданно. И теперь настал этап, вот так все мешаем, пока все объединится, станет одним целым, подвыпарится. Вот так мешаем, мешаем и ждем. Вот так мешаем, пока все будет доходить до состояния объединения. Чуть-чуть сюда можно добавить перца, но немного. Все поперчили чуть-чуть и опять мешаю, мешаю до объединения. И по ходу еще попробую. Можно вот так попробовать. Какой вкусный соус получается. Соус просто бомба. Бомба-ракета. Ракета-бомба. Ракета-бомба-мамба. Все, соус у нас готов. 3 часа времени прошло. Сейчас открою ребрышки, посмотрите, в каком они состоянии. Ай-яй-яй, все-таки протек, видите, сок. Сейчас откроем. И вы спросите, а зачем нам вот этот соус? А соус для того... Сейчас открою и покажу, что дальше надо будет сделать. Ребята, все так хорошенечко протомилось. Это волшебно. Что дальше? Что дальше? Теперь вот это розмарин. Все убираем. Смотрите, как хорошенечко пропеклась мясо. Просто вау, бомба. Сейчас все это убираем. Мясо ставим на решетку. Сверху размазываем вот этот соус, который я приготовил. И потом ставим обратно в духовку, чтобы пожарилось до жареной корочки. Этот соус придает мясу просто безумный вкус. В духовочке держим там где-то опять 5 минут, не дольше, 5-10. И снимаем оттуда волшебные ребра, которые можно наслаждаться. Выглядит они так с нашим соусом. Соуса осталось на следующий раз еще. Сейчас вот эта же решетка пойдет сверху в духовку, а это снизу, чтобы все капало туда. И не сделала нашу духовку грязной. Вот так и выглядит теперь в духовке ребрышки. Закрываем. 10 минут под той же самой температурой ждем. И за это время, конечно же, можно убрать все это. Ну куда же без этого никуда, никак. Надо быстро убираюсь. Время засек, 17 минут, 28 минут будет готово. Это просто там кости оттуда вываливаются. Смотрите, вот косточки оттуда падают. Все, у нас ребрышки готовы. Вау, вот они, видите, какие протомились. Все готово, уже хрустят. Все, сейчас достаю и приятного аппетита. Ой, жар по лицу будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже забыла, как это красиво, вкусно. Та-да-да-дам! Ой, солнце, какие они красивые. Друзья, вы это вообще видите? Ням-ням-ням. Все, приятного аппетита, больше ничего не надо. Давай, уже все показали, да? Да, вот такие вообще сочные. Я хочу показать кое-что, смотрите. Просто вот этот момент. Берем и вот так чик. Вот так косточка. Да, я об этом должна говорю, вот что так вот так отрываться косточка просто выходит. Вот так. Ой, Зай такой горячий, аж пар идет с него. Вот об этом я говорю. Это значит, оно очень вкусно приготовилось. Да, мы тебе верим. Все, можно я не буду больше снимать? Я хочу есть. Приятного аппетита, можно. Как давно ты не ела такое? Ручками полезла? Ручками, конечно. Ой, за эти косточки просто вот так вылазят. Ну давай, ладно, кайфуй, я тоже уже хочу есть. У меня что-то больше порция как-то получилась, но это ничего не решает. Вот так, как армяне делают.
Ребята, нам очень вкусно. Готовьте, пожалуйста, это мясо. Очень рекомендую вам приготовить свиные ребрышки именно по этой технологии, которую я сейчас приготовил. Безумство. Самая лучшая жена в мире приготовила нам картошки какие-то вот непонятно красивые. Это крошка-картошка. Это крошка-картошка? Да. Это крошка Танюшка, это крошка Танюшка. Приятного аппетита нам, друзья. В очередной раз. Мы что и делаем, то и кушаем. Делимся с вами нашей этой прекрасной забавой, времяпровождением. И хочу сказать спасибо, что досмотрели. Спасибо, что поставили лайк. Спасибо, что написали комментарий. Вы были на канале Севиканян Family. Спасибо. Пока!